Корейский стритфуд «Витой пончик». Сегодня готовим сладкое. Надеюсь, вы еще не устали от сладостей. И первое, что мы делаем, это приготовим тесто, конечно же. Нам потребуется сливочное масло, 2 столовые ложки, где-то около 50 грамм. Нам нужно масло растопить. Растопленное масло заливаем в какую-нибудь пиалу и далее добавляем молоко. Молоко должно быть не холодное, не из холодильника, комнатной температуры. Наливаем полстакана. Я использую пластиковый стакан, маленький, стандартный. И добавляем 1 столовую ложку сливок. 10%, 20%, неважно. Затем закладываем сахар в объеме 2 столовых ложек, а также щепотку соли, где-то пол чайной ложки. И нам потребуется 1 яйцо. Яйцо желательно тоже не холодное, не из холодильника, а чтобы оно было комнатной температуры. И все это хорошо перемешиваем. Нам нужно, чтобы масса была теплая, а не горячая и не холодная, чтобы дрожжи в ней хорошо растворились и не убила горячая масса дрожжи. Мы закладываем быстродействующие сухие дрожжи в объеме 2 чайных ложек, где-то 11 грамм это получается, и растворяем дрожжи в имеющейся массе. Затем накрываем дрожжи пленкой и оставляем под пленкой где-то на 10-15 минут. За это время мы подготовим муку. Есть 2 варианта. Либо мы используем просто пшеничную муку. Я буду пропорции говорить в пластиковых маленьких стаканах стандартных. 3 стакана пшеничной муки тогда нам надо. Если же мы имеем рисовую муку, то тогда смешиваем 2 стакана пшеничной муки и 1 стакан рисовой муки. С рисовой мукой, конечно же, получатся пончики мягче. Все это мы, весь объем муки, просеиваем через сито. Затем, по истечении 10-15 минут, мы извлекаем дрожжи из-под пленки, еще раз перемешиваем имеющуюся массу деревянной ложкой, желательно не использовать железную ложку, и затем аккуратно, потихоньку заливаем эту массу с дрожжами в муку. И перемешиваем все это, опять же, сначала используя деревянную ложку. Как вы видите, я делаю это достаточно нежно и медленно. Сейчас я буду показывать в ускоренном виде, как до какой массы я замешивала ложкой, а потом уже перешла на руки. Но поверьте мне, что делала я это намного гораздо медленнее и нежнее, так сказать. Когда мы переходим на руки, то мы опять же работаем с этим тестом очень нежно, мы на него сильно не давим. А аккуратными такими движениями, можно сказать, такими легкими массажными прикосновениями мы его замешиваем. И затем, когда вот оно достигло вот такой консистенции, мы его в такой кусочек аккуратно формируем и должны будем под пленку это тесто положить. Я оборачиваю 2 слоя пленки, но достаточно и 1. И затем мы должны будем поставить тесто в теплое место на 1 час. Через 1 час мы увидим, что тесто выросло в размере. Тогда мы снимаем пленку и что мы делаем с этим тестом? Нет, мы не начинаем его сразу использовать. Мы должны будем его еще раз замешать. Даже несмотря на то, что оно выросло, нам нужно его еще раз замешать. Опять же говорю, легкими такими движениями, не давите сильно на тесто. Еще раз оформляем его в такой аккуратный комок и опять отправляем под пленку. Достаточно 1 слоя пленки, я заворачиваю под 2 слоями пленки и ставим в теплое место еще раз на 1 час.
По истечении второго часа мы видим, что тесто выросло еще больше, чем прежде. Нам этого и надо было. Как проверить, что тесто удалось? Мы тыкаем пальцем прямо в середину, и если эта дырка не поднимается, то значит все отлично. Но если она поднялась, то тогда нужно попробовать подержать тесто, замесить и еще попробовать подержать в тепле. Итак, наше тесто готово. Мы его опять легкими движениями слегка так подзамешиваем. И теперь нам нужно будет его поделить на равные части. Можно, конечно, отрывать кусочки, воспользоваться весами и взвешивать их на весах. Но если весов у нас нету, то мы просто его немножко вот так вот раскатываем и разрезаем на две приблизительно равные половины. Затем эту половину мы еще немного раскатываем и разрезаем на две половины. И эти две половины еще раз разрезаем на половинки. И я буду делать достаточно длинные пончики, чтобы у них было много завитков. Если вы хотите покороче их сделать, тогда с ними работать гораздо легче, закручивать их легче, то тогда вот еще вот каждую мной полученную половинку еще раз разделите пополам. Тогда по длине ваши пончики получатся гораздо короче. Итак, мы сделали шарики и оставляем их под пленкой на 15-20 минут. За это время мы подготовим обсыпку для пончиков. Для моего количества понадобится 5 столовых ложек сахара и 1 чайная ложка порошка корицы. Я их смешиваю. Я буду делать приблизительно, мне получится 5 пончиков. Через 10-15 минут я снимаю пленку, и каждый из шариков, который, кстати, еще немного вырос в размере, я раскатываю вот в такую палочку, похожую на сосиску сначала, и откладываю их пока в сторону. То есть я все шарики превращаю в такие вот палочки и затем начинаю каждую из них раскатывать. Делаю я это, надавливая сначала в середину и затем уже начинаю растягивать края в стороны. Я сейчас показываю все в реальном времени, я ничего не замедляю, ничего не ускоряю. Опять же говорю, если вы будете делать их размером короче, эти пончики, то тогда шарики тоже получатся меньше, и, соответственно, вот сама вот эта раскатанная длина тоже будет меньше, но и завитков тогда будет меньше. Обратите внимание на движения, которые я делаю. Вот так вот в конце мы помогаем сами подзакрутить до конца. И обязательно закрепите свободные краешки вместе, просто слепите их пальцами. Еще раз. Шарик, раскатанный в такую палочку, я начинаю раскатывать с середины. Нажимаю рукой в середину, но не слишком сильно. И затем начинаю растягивать тесто в стороны. Вытягиваю его в стороны, чтобы получилась вот такая вот длинная такая полоска. Затем, как вы видите, эту полоску я начинаю закручивать. Каждый из концов я двигаю в разные стороны, или же можно одной рукой один конец придерживать, а другой рукой закручивать. И затем я поднимаю, и оно само сначала закручивается. И затем немного помогаем руками. Вот как видите, у меня получилось 5 пончиков. И с 3 кружочков я решила сделать обычные пончики. Но история сегодня не про них. Итак, растительное масло нам нужно для того, чтобы их пожарить. Какой объем мы заливаем на сковороду, но так, чтобы они плавали, чтобы не касались дна сковороды, то есть слишком много тоже не надо. Как проверить, что нагрелось масло? Бросаем кусочек теста, и если оно всплыло и зашипело, значит все, можно закладывать. Как вы видите, пока масло нагревалось, они еще немного выросли в размере, потому что дрожжи живые, и они продолжают жить своей жизнью, и тесто продолжает подниматься. Сейчас мы закладываем. Делать это аккуратно, чтобы масло не брызгалось.
И мы должны сначала их обжарить с одной стороны до золотисто-коричневого цвета. Это произойдет достаточно быстро, учтите это. И как только это случилось, то мы сразу переворачиваем их на другую сторону. И с другой стороны также обжариваем до золотисто-коричневого цвета. И все, тогда пончики готовы. Поверьте мне, это происходит достаточно быстро. Они прямо вот на глазах золотятся и пухлеют. Вот тогда мы их складываем на железное сито, чтобы с них отекло масло. И можно приступать к обсыпке. Я это делаю таким образом. Я беру какую-нибудь достаточно объемную посуду, например, железный или пластмассовый тазик, закладываю туда пончики. И вариант номер один, можно посыпкой просто посыпать вот так вот сверху, затем перевернуть на другую сторону и с другой стороны посыпать. Но я предпочитаю просто засыпать всю имеющуюся обсыпку и затем просто вот так вот встряхивать, и они сами будут там внутри крутиться, вертеться и обваливаться в этой обсыпке. Ну и все, блюдо готово, можно подавать к столу. Кстати, вкуснее всего есть это с молоком. С йогуртом, кстати, тоже они очень вкусные. Вот, они еще тепленькие и так ароматно пахнут за счет нашей обсыпки, да, и самого того, что мы, собственно говоря, в них положили. Они настолько мягкие. Я показываю это медленно, чтобы показать вам вот эту текстуру мягкую и такую немного тянучую. В общем, одно удовольствие. Они буквально тают во рту, когда их ешь. Так что приготовьте, попробуйте и приятного вам аппетита!